Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о полноразмерных наушниках от компании Fifine. Модель называется Fifine H8. Стоимость наушников сейчас составляет примерно 3000 рублей. И что же мы получаем за эти деньги? Наушники поставляются в такой приятно оформленной коробке среднего размера с названием бренда на лицевой части и изображением наушников. Позиционируются они как мониторные. За звук здесь отвечает динамический драйвер 50 мм. Эти наушники закрытого типа, и они получили 32 Ом импеданс. На раскачку они довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. И первым делом здесь нас встречает такая подробная инструкция по подключению наушников и кабеля. А здесь уже находятся наушники, которые внешне выглядят довольно хорошо. Они очень легкие, к сборке и качеству у меня нет никаких претензий, но вот их удобство вызывает вопросы. Основная претензия — это кожаные амбушюры, от которых через 10 минут у меня начинают потеть уши. При том, что в моей комнате было не так жарко. Представьте, что будет летом. Настоящую жару. Да, безусловно, это частая проблема наушников с кожаными амбушюрами. Но эти наушники позиционируются как удобные, мониторные, чтобы вы смогли проводить в них большие сессии в играх или длительное прослушивание музыки. Но на деле странная ситуация. Эти наушники ощущаются больше как накладные, так как лично у меня амбушюра не охватывает полностью ухо. И из-за этого начинает давить через какое-то время. Но вот оголовье здесь довольно хорошее, с мягким поролоном, обтянутым кожей. Регулируется оно довольно плавно, по щелчку, без проблем каких-либо. Вы сможете их подогнать под себя. Ну а в этой коробочке находились два таких довольно стандартных кабеля, пружинистых, 3,5 на 3,5 мм джек и 3,5 на 6,35 для подключения к стационарным усилителям. Они довольно неплохие, функцию свою выполняют. Особо претензий к ним никаких нет. Ну а теперь поговорим о звучании этих наушников. Использовал я их в связке с ЦАПом Topping G5. Графика ЧХ для этих наушников я не нашел. Видимо, замеры никто не делал. Но в целом мне на слух картина понятна. Низкие частоты в этих наушниках занимают более доминирующую позицию. У них неплохой объем и вес, но ощущаются они довольно вальяжно и прямо так расслабленно. Акцент смещен больше в мид-басовую область, но атака у баса не самая выраженная. Она даже немного сглаженная, и ей не хватает четкости. Впрочем, как и текстурной проработки. Эффекты дисторшена и насыщения баса сатурации не самые читабельные в миксе. Ну а средние частоты в этих наушниках имеют очень неплохой теплый тембральный уклон, но очень слабую прозрачность и воздушность. Из-за этого вокал звучит довольно зажато и мутновато. Он не такой четкий и сфокусированный в пространстве. Это также касается не самой правильной прорисовки образов и инструментов, которые рисуются довольно размыто и не совсем точно по расположению. Они достаточно сильно теряются в тяжелых перегруженных инструментальных жанрах. Что касаемо ударных барабанов и области верхней середины, то они довольно ощутимо выдвинуты и подчеркнуты, но из-за этого вокал иногда может быть более резким. Ну а теперь поговорим о высоких частотах. Fifine H8 высокие частоты сохраняют неплохую нейтральность и насыщенность, но все же местами ощущается нелинейность этого диапазона. Я имею в виду несколько ощутимых провалов, которые немного портят общее впечатление. И в итоге верхний диапазон старается больше создать такую как бы сдержанную подачу без излишнего блеска на тарелках и меньшего фокуса на них. Но при этом количество высоких частот здесь не такое большое, как хотелось бы получить, особенно на самых дальних краях диапазона. Соответственно, воздуха и техничности здесь довольно немного, и разрешение остается довольно средним. Ну а всякие хвосты от реверберации и различные послезвучия не самые слышимые в этих наушниках.
Ну а что касаемо стереопанорамы и сцены, то в наушниках Fifine H8 имеется довольно средняя проработка сцены в ширину. И за счет того, что наушники закрытого типа, она еще и ощущается довольно зажата. Но хотя бы в этих наушниках есть небольшой уклон в проработку глубины, который старается вас охватить более выдвинутым средним диапазоном. А вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Наушники Fifine H8 имеют довольно качественную сборку. Неплохой дизайн, но, к сожалению, не самое ровное и мониторное звучание, так как средний диапазон и верхний здесь не столь линеен, как должно быть. Для сведения и работы со звуком это будет действительно очень странный выбор, такая подача довольно быстро утомляет. Ну вот возможно, что любителям поиграть в игры такой вариант больше зайдет. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.